Всем привет, друзья-боксерчики! Сегодня мы рады представить вам один из ярких комплексов, который уже идет по второму уровню развития боксера. То есть это специальные упражнения, которые по укреплению ударных линий в боксе, то есть имеют назначение эти тренировки. И эти тренировки, они уже вытекают из общего развивающих упражнений. То есть когда вы уже развиты, когда у вас есть уже мышечная сила, то есть уже правильное понимание, то есть линий, движений и так далее, и так далее. Поэтому смотрите, наслаждайтесь, используйте. Вот теперь смотри, возьми его вот так вот. Самое страшное в этом упражнении – это чтобы выдержала твоя бицуха. Потому что на самом деле тебе, ты по-разному будешь держать. Там и так держат. Я говорю, я сам прошел через это, как я только не пробовал. Но одно из самых эффективных – это все-таки, когда ты его держишь. Потому что упражнения эти, они делаются уже таймингом. То есть, если пробуешь, то где-то примерно по 30 раз ты делаешь. Но для боксеров это уже режимное упражнение, это то упражнение, где настолько мощно закрепляется вот именно мышечный, вот этот вот скелетный корсет движения, то есть вот где уже тут точно настолько у тебя выверено, что ты не можешь ошибиться. С весом в чем плюс? Вот когда работаешь с весом, из-за того, что это вес, то есть ты вот правильный баланс свой немножко по-другому ощущаешь, более точно ощущаешь, потому что сразу видно вот эти вот углы, которые ты заваливаешь, ломаешь и так далее, и так далее. Поэтому четкость, еще раз говорю, определяет все. Теперь смотри, первое, что ты развиваешь для силы удара, это свои носочки. То есть прям вот до большого пальца прогни. Тебе надо как спокойно ты делаешь, так и взорвать. То есть такой момент взрывной, вырасти, резко. Вот есть такой момент, колени чуть-чуть подгибаешь, чтобы у тебя вот этот эффект пружинки сохранился и передалась энергия. То есть чуть-чуть коленки подгибаешь, чтобы момент вот такой уже интересный был. Потом немножко опять расширяешь, и тот же самый эффект, взрывной такой. Чтобы полностью прогреть ногу. Так, закончили. Теперь в свою стоечку становишься и в своей стоечке старайся максимально на носочки подняться. При этом вот стабильность твоя в теле должна сохраняться, чтобы нигде у тебя ничего не горбилось, не ломалось. Дальше, вот смотри, теперь по переносу веса тела максимально на сторону ушел, под этой ногой ощутил вес тела и прогоняешь сюда, носочек полностью поднимаешь. И стараешься от медленного прийти к быстрому движению, чтобы стопа работала как пружина. Еще раз говорю, подгибать какие-то вещи можно вот так немножко выпрыгивать, но сам момент переноса веса тела важен. Дальше начинаешь потихонечку вот с этой раскачки делать движение назад, вперед, также раскачивая. Это один вид. Второй вид, когда ты вес держишь под собой, и у тебя ноги независимо ходят. Вот раскидываешь ноги, все делаешь на стопе. Давление на стопу где-то примерно 60% у тебя идет. Палец ноги – это механизм, скажем так, первой вот твоей силы, которую ты можешь от пальца большой ноги выдавить. Вес тела держишь и находишь. Потом следующий момент, то когда ты выбиваешь себе, такой выбивающий шаг делаешь. Единственный момент, ноги нельзя соединять вообще. То есть ты стоишь вот чуть-чуть больше, чем фронтально. И ногу до половины подбираешь, чтобы ощутить вот именно массу.
В этот момент, когда ты уже делаешь вот эти упражнения, можно подключать движение тела, чтобы ты уже понимал, как ты будешь выходить на удар при помощи этого движения. Поэтому слегка подкручивай телом. Спокойно. Итак, вот тело у тебя ровно ходит, и вот начинаешь уже подкручивать. Раз, подкрутил, подкрутил. Чтобы успеть в движении толчка. Это тоже ударное движение. Теперь движение назад и движение вперед. Ты должен сделать только на носочках. Назад, вперед, назад, вперед. Также делаешь в двух вариантах. Когда массу тела перекидываешь, и когда масса у тебя под тобой, а ноги перескакивают. Вот именно стопа здесь работает. Еще раз говорю, вот это прокачка стопы, так же, как прокачка кулака. Ну и вольные упражнения, когда ты во всех режимах проминаешь стопу. Разные варианты. Можно брать циркульные варианты. Дальше у тебя идут самые первые разножки. Вот самая первая разножка, вот она. Когда ты работаешь на линии. Здесь также два варианта. С переносом веса тела, как баланс ощущаешь. Также и тело останавливаешь посередине, у тебя ходят только ноги. Вот это упражнение уже делается быстро. Дальше. Дальше начинается уже упражнение со снарядом. То есть, мы все разножки показывать не будем по понятным причинам, потому что их масса. Просто принцип взаимодействия другого снаряда, он уже сталкивает здесь технику и силу. То есть имеется в виду, что вы делаете эти упражнения, вы уже знакомы с базой, чтобы уже более эффективно подойти. Потому что здесь много факторов. И утомление играет роль, и очередность, то есть снарядов. Итак, первое. Начинаешь просто под ним расшагивать вперед-назад, готовя как бы стопу уже прожигая прям, чтобы ты ощутил те мышцы, которые у тебя работают. Прожигаешь так, в сторону, прошел, в сторону, вышел, в сторону, прошел. То есть упражнение само по себе простое, но из-за того, что надо это обязательно делать. Еще раз говорю, в третьей части вот эти вот упражнения по разножке и по удару рукой, они соединяются. То есть упражнение считается выполнено, когда ты уже делаешь его в том объеме, в котором уже ты и ноги прокачал, и руки ты прокачал. И вот когда ты прокачал и ноги, и руки одновременно. Дальше упражнение. Это оно уже больше скачкового плана. Я просто забегу вперед. То есть есть вещи, которые с весом буквально проскакиваются. Вот это вот скачок. Две ноги участвуют. Причем вот вперед, назад. Вот смотри, в сторону, назад, вперед, в сторону, вперед, назад. То есть, определенные там рисунки есть, только для того, чтобы, то есть уже не задумываясь, их выполнять. Есть вещи, которые касаются челнока. У челнока немножко по-другому, потому что одна из функций челнока – это с ноги на ногу, когда ты весом управляешь, когда ты можешь с одной стороны наваливаться, здесь можешь и здесь можешь. То есть, когда ты используешь перемещение, переноса веса тела
И получается вот такая вот модель. Вот такая. Понятное дело, что она в бою модернизируется, она скрывается, и либо наоборот ложно рисуется, что ты как будто впереди, но ты держишь вот этот вот баланс, что где-то ты здесь, где-то ты здесь. Туда-сюда, 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 туда-сюда. Все это ноги делают. Поэтому, то есть, вот эти вот прожарки очень важны. И важны они из-за веса. Потому что с весом, видишь, ты медленно делаешь. Задача научиться это делать мгновенно. Поэтому вес – это первое, к чему ты привыкнешь. В бою тоже будет тяжело. Очень тяжело. И это надо знать. Поэтому следующие ваши разножки уже со снарядом, ну, как бы делаются, ну, на опыте. Попробуй. Стоп. Вот смотри, синхронно я тебе покажу просто. У тебя, видишь, и эта нога, и эта, они синхронно работают. Да, вот момент. Чистоту попробуй вот выработать. Да, 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 вот поэтому ты с блином и делаешь, потому что тяжеловато. Это самый короткий путь к увеличению вот силы и удара, и маневра. Достаточно. Переходим ко второму этапу прокачки, специальной прокачки. Теперь, Дима, возьми блин вот так. Вот один из очень спорных моментов, как ты должен при ударе держать свой кулак. Вот если гриф просто повернуть, теперь выпрями локти, выпрями локти. Вот это вот похоже на модель удара. Теперь опять так же ее скрути и прижми к себе в локтях, локти сведи. Прижми ее, вдави, чтобы у тебя вот эта стартовая часть руки, без тела, стартовая часть руки выходила. С одной стороны, теперь смотри, со второй стороны. С одной, со второй. Теперь прижми его просто к себе, я расскажу. Вот данное упражнение, смотри, к чему приводит в бою. Когда ты стоишь, ты можешь уже работать, смотри, точно по описанию этого круга. Видишь, как механизм работает? Расстояние между руками у тебя всегда сохраняется. Во-первых, ты в это расстояние можешь разглядеть соперника и спрятаться быстро. Во-вторых, у тебя всегда руки, как пружины, стоят на линии напряжения вот удара. То есть ты вот так можешь терпеть. Почему? Потому что сила грифа тебя прокачает. И вот эти вот правильные моменты, во-первых, смотри, ты и так можешь дублировать. У тебя все равно мышечные вот эти вот моменты запоминаются. Это так же, как ты бицуху прокачиваешь, и с каждым разом тебе все больше и больше надо. Здесь тот же момент, все определяется таймингом, то есть специальным временем. У каждого свой тайминг. В данном случае его тайминг, он до 30 секунд делается. У других мальчишек, которые более развитые, до 3 минут. Упражнение очень серьезное. Стоп, прижми. Вот теперь обрати внимание, как работает у тебя все тело в этом упражнении. Сейчас у тебя руки быстро устанут. Поэтому немножко ты возьми его в ноги, так, чтобы момент, когда толчка у тебя был, шло вот эта вот вспомогательная часть рукам, чтобы ты вовлек уже в движение, которое очень трудно тебе терпеть, уже вовлек другие мышцы, чтобы эффект вот этой выносливости увеличить. То есть ресурс как бы ты увеличиваешь движение. И все в так делай медленно. Видишь, у тебя получается, когда выпрямление, ты зависаешь и еще больше напряжения теряешь. Ну, точнее, энергии больше теряешь. Поэтому ты где-то можешь его подкинуть, чтобы через 2 фазы пройти. Первое – напряжение, когда ты его выталкиваешь, мгновенно расслабился. И второй момент напряжения, когда ты его схватил, остановил и бросил его в свою сторону. Опять вытолкнул, вот он летит, ты как бы микро расслабляешься. И то есть используешь вот этот уже момент падения снаряда, ты его 100% контролируешь. Поэтому они делаются во втором уже уровне. Когда вот так вот нашвыряешься блином, и уже когда поймешь, когда у тебя вместе вот эта вот машина работает,
толчковая. Здесь не только ты руки прокачал, тебе надо вот этот союз тела всего. Потихонечку, где-то, да, подкручиваешь обязательно. То есть прям вот до того, что ты психуешь. И у тебя правильно, видишь, начинается расположение локтей. То есть локти начинают к телу прижиматься. То есть это очень важный момент, чтобы у тебя не вот так было, а чтобы у тебя локти вторую свою функцию осуществляли, потому что здесь защитная функция локтей. И они по этому же принципу двигаются, по тому же принципу, по которому ты бьешь. Теперь смотри, зафиксируй положение вот так. Одну руку упри, да, и вот с этого положения обрати внимание на свое бьющее плечо. Ты должен, блин, вытянуть. Вытягиваешь, блин. Во. Вытягиваешь полностью. И также плечо втягиваешь. Держишь четко фиксированно. Выдавил, вдавил. Вот здесь один угол. Вот этот угол. Так вот, мне дальше не идет. Ну, вытяни руку. Руку. Не-не-не, вот эту руку вытяни. Вот, видишь, правильный угол ты сейчас держишь. И здесь у тебя линии. Идеальные. Вот одна линия тебе нужна для прямого, вторая, соответственно, для удара снизу. То есть, чтобы, вот бывает очень часто, хватает силы только на один удар, а второй удар он не может ударить, потому что силы нету. И надо мгновенно ее откуда-то брать. Здесь у тебя из-за напряжения ты можешь же его так сделать. Попробуй вот так сделать. Разверни, блин. Вот этот. Разворачивай, блин. На себя вот эту тяни, а вот эту выдвигай вверх. То есть, если ты можешь вот так, то ты можешь и вот так. Вот он, положение само. Видишь? То есть, еще один рычаг, который ты делаешь мышцами. Видишь, вот оно. Выдвигаешь одну, тянешь. Нет, ты его сюда заламываешь. Тяни его. Вот этот у тебя сюда должен прийти. А этот должен вырасти. Во-во. Чтобы один угол был. Один угол. Чтобы ты ни здесь, ни там не ломал. Видишь, сейчас опять перегнул его в ту сторону. То есть оно такое, да, техническое упражнение. Теперь возьми гриф вот так. Ой, блин, прошу прощения. И полностью разверни его. Опять-таки здесь своя математика. Еще раз. Вот. Вот это вот боковой удар. Если ты сделаешь вот так, чуть-чуть подогнешь, то это будет как бы в голову. А если ты вот так ведешь, видишь, как пивной кружкой, то есть он в корпус идет. И ты делаешь на линии корпуса своего полный разворот. Полный разворот. Со временем уже будешь подключать ноги под этот разворот. Правильно ставя стопу. Чтобы настолько вот, ну, я говорю, чем хорош блин, то что здесь уже какая-то геометрия есть. Та геометрия, которая точно тебе в бою нужна. И другой стороной, также зеркально. Вот, а теперь попробуй быстро это сделать. Ноги работают, и руки работают, все тело работает. И на меня смотри. Видишь, совсем другое упражнение. Но оно вытекает из общеразвивающих упражнений. Это очень важно. Теперь смотри, вот в первом случае, когда, помнишь, ты вот так выкидывал гриф, вот теперь его надо связать с ногами. Ну, мы не будем сейчас показывать все опять заново вот эти вот разножки, которые ты делал, но мы покажем, с чего надо начать, как основа. Вот ты гриф держишь, начинаешь его также выкидывать, точно таким же рисунком, но выкидываешь его уже с движением стопы. Как только у тебя касание ноги происходит с землей, это полное твое как бы выпрямление, все, остановка. Тебе надо научиться удерживать вес. То есть ты уже будешь понимать, что такое сила удара. Говорю, вот эти упражнения, они уже серьезные. То есть, как правило, от 3 до 6 месяцев укрепление происходит настолько сильно, что удар просто в разы вырастает. Все мышцы как одни собираются. Следующее упражнение. Держишь вот так вот гриф
и шагом в сторону тянешь. Ой, блин. То есть тянешь шагом в сторону, разворачивая как раз вот по тот угол, когда, помнишь, ты просто вот разворот делал. Сейчас его соединяешь с шагом, чтобы уже выполнить его на шаге, как в одну сторону, так и в другую. Делаешь рационально, потихонечку, смотри, вот я объясню правильный режим. Начинаешь вот раскидывать, вот ты его раскинул, и под шаг движения, остановка. Остановка. Остановка нужна только для того, чтобы ты зафиксировался. Это как бы момент акцента удара, напряжение. Напряжение. И со временем быстро уже настолько научишься его перекидывать, что сделал движение шага, сделал разворот. Сделал шаг, сделал разворот. И погнали, то есть все движения, которые связаны с ногами и руками. То есть такой уже появляется рисунок у тебя. Делаешь так, с подхода можешь снизу попробовать. Покрутил гриф, снизу ударил. Вот, делаешь вместе с шагом это. Вот, назад попробуй. Другой рукой. С этой стороны выворачивай. 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 Удар снизу. О, смелее выворачивай. Геометрия, еще раз говорю, она в блине. То есть неправильно ты не можешь сделать. Помогаешь всем телом. Не только руки у тебя, руки уже все быстро забьются. Всем телом работаешь. На все виды шагов, на все виды скачков. Как правило, вот этот вот комплекс, он уже набирает вот такую вот мощь. Ну, как говорится, на сильное ставится. То есть после первого вот уровня подготовки, вот этот вот второй уровень, он, ну, как говорят, год за 3 работает. То есть эффективность вот таких вот упражнений, ну, они очень часто вплетаются вот именно в индивидуальные тренировки, чтобы нужно быстро, например, спортсмена укрепить, и вот эти вот сочетания техники и силы, ну, что должно привести к безусловной точности, то есть исполнения и четкости самого движения, напряжения. То есть это факторы уверенности, это факторы силы. Поэтому делайте полезные упражнения. Всем любви, добра. До новых встреч.